В Канаде мы не могли мечтать о такой большой территории. Из Канады, где вы прожили 20 лет, переехали в Липецкую область. Русский человек должен жить на родине, в России. Да это ж за граница! Там же все для людей! Вы что, с ума сошли? Это вы построили несколько домов для туристов? Это один дом и авторская баня. Да мы все сейчас встанем и едем к вам в баню. Я занималась теннисом, а он занимался американским футболом. Пили мы чай закончился. И он предложил мне начать с ним встречаться. Допились чая. Допили. Как вы решились на переезд? Селедка под шубой. Селедка под шубой. Его впечатляет. Чисто натуральное тесто, соль, мука и вода. А почему приняли решение, что переезжаете жить в Россию? Россия – наша единственная мать. Как вы решились-то и чем занимались все эти годы? Почему вы пришли с цветами, а не вот с этим всем? Добрый день! Мы уже не раз рассказывали в этой студии о наших соотечественниках, которые долгие годы жили за границей, но все-таки вернулись домой. Наши сегодняшние герои тоже вернулись в Россию. А вот почему? У них узнаем. А некоторые из них не вернулись, поскольку они иностранцы, а приехали, и это их сознательный выбор. Сегодня в нашей студии Любовь Лютенко и Александр Ганецев. Здравствуйте. 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 Так, из Канады, где вы прожили 20 лет, переехали в Липецкую область. Так точно. Да. Вместе с детьми. Да. А у вас их 3. Почему вернулись домой? Начнешь? Потому что мы не смогли себя почувствовать истинной жизнью, насладиться там. Она другая. И я понимал, что чем дальше, чем более неестественная жизнь есть. Ну и самое главное, русский человек. Русский человек должен жить на родине, в России. А вы обратно перебрались в 21 году, да? Да. Ну, смотрите как, приехали, а тут бац тебе ковид. В ковид и переехали, да? Ковид уже был. Ковид И, был. кстати, ковид Да, это да. была одна из таких крайне красных кнопок. Их было много, которые нам показывали, что надо. Там ковид начался очень буйно. Начали давить людей, люди стали терять работы. Масса вещей происходила, с чем мы просто были не согласны. Ой, подождите, а нам же всегда рассказывают, что там все круто. Всем пособия платят в ковид, бизнес поддерживают, миллиарды людям дают, значит, все это С вертолета- шикарно все с живут. А у вертолета нас вот сбрасывают, как да. плохо-то в России. А что вы смеетесь? А мы там потому побыли. что... Что? Ну, потому что... Но нам же так говорят, это же за граница. Там же все для людей. Вы что, с ума сошли? Знаешь, у меня какое первое впечатление было от Канады. Я жил в Америке тогда и приехал к сестре в Канаду. И что-то зашел, границу переехали, зашел в магазин что-то купить. Но когда я подошел к кассе, скажем, я там купил товаров на 100 рублей, предположим. Мне говорят, с вас 136. И я говорю, откуда 136-то? И начинают Налоги. перечислять. Да, местный налог, налог на добавленную стоимость, налог на то, налог на все. И все это в моем чеке. Я говорю, так писали бы сразу в цену это дело. Нет. Это пойдет продавцу, а это государству. Там социализм такой со звериным лицом. Это да, это правда. Канада Нет, так а такая. все-таки вот то, что я сказала, вы говорите, ковид вот вообще стал красной точкой, всех стали... Одной из. То есть не так все нам рассказывают про за Не границу. так все радужно, вы поймите. Когда ты переезжаешь, ты сталкиваешься сразу с буклетами, как уехать в Канаду. Это вот красота, картинки, канадский флаг, все улыбаются, все прекрасно, все красиво. Но когда ты начинаешь сталкиваться в жизни с вещами, ты начинаешь их видеть. Ты понимаешь, что здесь у тебя было так, а ты туда приехал, опустился в возможности найти лучшую работу, потому что всегда даунгрейд идет, в основном. Жизнь, она не такая радужная, не такая прекрасная, Не распрекрасная. путайте туризм с эмиграцией. Это реклама. Да. Это просто реклама. Но все-таки 20 лет – это достаточно долгий срок. И за 20 лет можно уже привыкнуть и к каким-то, и к местному менталитету, и какие-то традиции перенять. Но тем не менее, такое ощущение, что как будто бы они в вас не прижились, да? Как будто бы вам это все было чуждо.
Как я это себе объясняю, в общем-то, я до этого как-то не... Ну, естественно, нету детей, нету опыта. И все ситуации с детьми, они были гипотетические для меня. Когда родился наш первый сын, у меня включился вот материнский мой инстинкт. Это я так объясняю. Материнские инстинкты, мамы меня поймут. Именно такой вот какой-то глобальный, что я чувствую опасность за детей. Слушайте, а вас больше всего пугало что вот конкретно? Так поставлен вопрос в канадской ювенальной юстиции, что по большому счету мы защищаем детей от родителей. А родители, они вот поставлены, что они Зло. вредят детям. Зло. Вот, скажем так. Родители, зло для детей. И К родители сожалению, вторично. да. Государство первично. Для государства. Да, То есть да, вот в есть отношении ребенок и детей. государство, вот между ними связь. А родители вторично. Их мнение не сильно важно или вообще не важно. А мы еще ругаем наши органы опеки. Многие возмущались, но они, в принципе, не могли бы, наверное, бороться. Это должно было быть во всем обществе. А общество принимает это, как они говорят, как канадцы обычно, oh, it's okay, it's fine, he's fine. Понятно. Всё. Слушайте, давайте-ка мы вот что сделаем. Мы сейчас, вы нас в гости пригласили. Мы сейчас посмотрим, как вы тут устроились в России. В Канаде мы не могли мечтать о такой большой территории, хотя и участок у нас там тоже был немаленький. Почти гектар земли, детишки могут свободно играть в бадминтон, они могут играть в футбол. Сердце нашего дома – это кухня. В центре нашей столовой стоит вот такой большой стол. Большая семья может сидеть за ним. Вот эти плакаты мы привезли из Канады. Они очень сентиментальны для нас, потому что это наши любимые советские фильмы. Повесили их на самом видном месте. Здесь у нас зона отдыха, коллекция наших книг. Книги мы все перевезли из Канады. 99% на русском языке. Вот это наш портрет семейный в Канаде, в Яблочном саду. Светочка всегда любила одевать русские платья. Это спальня нашей дочери. Светочка любит играть на синтезаторе, на гитаре любит играть. А еще она любит краситься, как все дети. Наша с Александром спальня, я прошу прощения, у нас здесь много вещей, мы не успели разложить их, но я принципиально хотела показать вам кровать, которую мы перевезли из Канады. Это кровать из канадской сосны. И вот эти вот тоже тумбочки привезли оттуда. И зеркало. В общем-то, восстановили нашу спальню, какая она у нас была в Канаде. Это спальня наших сыновей. Младший играет сейчас в шахматы, Володя старший читает книги свои с планшета. А вообще наши дети ходят в деревенскую школу. И мы очень довольны этой школой, потому что такого образования в Канаде, как здесь у нас в деревенской школе, нет. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас у вас доход откуда? Чем занимаетесь? У нас сельский туризм, мы только начали его развивать. Класс. Пошли люди. Мы посмотрели вот на этот весь вид. Я говорю, Александр, говорю, ты знаешь, говорю, вот эту красоту не только мы должны видеть. Ее должны увидеть очень много людей, которые живут в России. Во-первых, чтобы они понимали, в какой прекрасной стране они живут. А во-вторых, мы всегда пропагандируем сюда наших иностранных друзей, чтобы они приезжали. Они могут у нас остановиться и тоже посмотреть и позавидовать немножко и сказать, может, и мы сюда переедем жить. Вот, и мы начали эту Демографию тему... мы хотим поправить. Демографию Пусть нашей приезжают деревни сюда. хотим поправить. 25 человек всего лишь. Да. А тут вот многодетные семьи из Канады приезжают, по 8-10 детей. Вот представляете, как наша деревня бы демографически поправилась. Мы 5 человек Это нам ее подходит, уже... берем. Да, да. Это вы построили несколько домов для туристов? Это один дом и авторская баня. Ага. Авторская баня. Но она просто очень необычная. Так, рассказывайте, что за баня. Расскажешь про авторскую баню? Обычно понимание бани, вот Александр подтвердит, и я тоже, заходишь вот в баню, и я сижу и жду, когда выходить, потому что Чувствуешь себя очень Столиваром. жарко, да, очень вот все прям краснеет кожа. А здесь вот ребята из соседней деревни, они родители детей, которые ходят в школу с нашими детьми, и они как-то нас попарили в бане, в парной, где огонек вот в самой парной комнате, то есть не на улице, не в комнате отдыха, а
ты заходишь в парную, и у тебя там полоки с стенным матрасом, и ты можешь лечь на этот стенной матрас. У тебя вот за печью у нас там стоит фитозапарник. Это их авторская разработка. Что особенного в этом фитозапарнике? Когда выливается водичка, и пар до 3000 градусов выходит, и как раз на вот этот пучок лаванды или пучок другой очень ароматной травки, то вы практически сидите в гидролате в этой бане. То есть все эфирные масла выходят, и это не только полезно, но еще и для дыхания. То есть получается ингаляция такая. Это проветриваемая парная, потому что в парную не нужно терпеть, и баню не нужно терпеть. Также для столеваров. Плюс 80, приезжайте. Мы вам устроим плюс 80. Да, больше. Слушайте, это нас на самом деле финны надурили, потому что они могут сидеть часами и не понимать, что с ними происходит. А русская баня – это 80% влажности и не больше 60 температур. Это вот русская баня, да. Вот так и есть. Боже, да мы все сейчас встанем и едем к вам в баню. Мы обожаем вашу баню. Молодцы, что вернулись. Мы счастливы вас здесь видеть. В нашей студии Полина Мутыль и Эрик Пичиони. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. У вас красивая история, наша русская красавица. Поехала на учебу в Соединенные Штаты Америки, да, и я так понимаю, что вы там и познакомились, да? Да. Вот рассказывайте, как это было, и теперь у нас такое чудо тут сидит красивое, да? Вообще я всю жизнь занималась профессиональным спортом, теннисом, вот, и поступила в университет за счет спорта и получила там высшее образование. И на тот момент это был первый курс, и Эрик поступил со 2-го семестра, и для всех спортсменов проводятся мероприятия, где нас приглашают и объясняют правила, рассказывают все. И у нас был общий друг, который нас, собственно, и познакомил. В конце этого собрания я вижу, как подружка из моей команды пытается к нему в машину сесть. И я думаю, чего она туда садится, все по машинам прыгает. И я подхожу, говорю, Кать, ты чего? Она говорит, да он нас до общежития сейчас довезет, а был февраль. Я такая, ну ладно, я тоже сяду туда тогда. Села в эту машину, мы доехали. Я думаю, ну парень довез. Приглашу на чай горячий. А знаю, американцы чай горячий не пьют. Знала, что не придет, а он пришел в этот же вечер. И мы этот чай пили целую неделю. Он приходил без приглашения. В общем, пили мы чай закончился. И он понял, что пахнет здесь не делом, и в результате предложил мне начать с ним встречаться. Я говорю, ну ладно, давай. Допились чая. Допились. Да ты. Слушайте, ребята, а у вас же еще Итан есть, да? У нас маленький еще совсем? сын 4 месяца, да. А он уже здесь родился? Он родился в России. Понятно. А вот теперь расскажите, пожалуйста, нам разницу. Каково рожать там, в США, и здесь, в России? Сразу предупреждаю, рожала я в самой обычной больнице в России, больнице номер 9. Разница колоссальная. В Америке там 10 человек вокруг тебя, 5-6 медсестер, врачи, капельницы. Только телевидения не хватало. А здесь медсестра и врач, и все. Ну, заканчивается-то все одним и тем же. Никто беременный не уходил из роддома. Вот. И тут было в точности так же. Единственное, что, конечно, нас разочаровало, да, в первую же неделю после родов нам выставили счет. И пришел один счет, мы на него смотрим, и, в принципе, ну да ладно, это было ожидаемо. А потом на протяжении 2 недель приходит еще счет, 3-й счет, 4-й. Мне делают, во время родов сделали эпидуральную анестезию. Делали одну, а платить приходилось за 3 почему-то. То есть врачу за анестезию и компании, которая ее производит. А сколько в общей сложности вы заплатили за роды? В общей сложности счет был на $50 000. Да.
как ты А платишь? это не входит в страховку? Вот другой момент. То есть страховая выплатила 27 тысяч, а 23 оставили на нас. Вот. И я, естественно, в декрете, не работаю, работает муж. А счета все приходят на мое имя. Рожала же я. Вот. И я им говорю, а как я выплачивать-то буду это все? Их не волнует. Ну, теперь понимаете, почему их 10 вокруг вас крутилось? Да, да. Чтобы за каждого счет потом выставить. Да. Слушайте, ну, я когда тоже увидел счет из обычного американского госпиталя, где бутылка воды, обычная бутылка воды, тогда, это лет 12 назад было, стоила $10, Да. с ними все понятно. Теперь, как вы решились на переезд-то? Вообще мы сначала проживали в штате Техас, там, где у меня муж, он из Хьюстона, и у нас дочка там родилась. И мы потом, Тей было 2 года, мы переехали, 1,5 ей было, мы переехали в Огайо из-за погодных условий, потому что в Техасе очень жарко, а я из России, я к такой погоде, к 40 градусам не привыкла. Вот, и мы переехали и поняли, что нам втроем-то вообще-то как-то одиноко стало, потому что мы оба работаем, дочка у нас постоянно в садике, то есть время мы с семьей проводим только по выходным или когда отдыхать. А садик дорогой? Да, на тот момент мы платили в рублях 100 тысяч рублей в месяц. Садик у нас был частный, потому что в государственный не попасть. Там либо вот малоимущие семьи попадают. Я вообще, если честно, я не знаю, как вообще люди попадают в государственные, но всех вводят детей вот на частной основе. Мы поняли, что нам вот одиноко, и потом началось влияние вот этих вот гендерных каких-то вот понятий. И начались такие моменты в стране, когда начала происходить стрельба в детских учреждениях. Вот, видимо, обиженные вот этим непонятием общества дети выпускали свою злость на абсолютно невинных детей и добирались вплоть до младших классов, где детям по 7 лет, по 8 и просто стреляли. Вот. И мы уводили ее в садик утром, и даже вот не знаем, да, приедем мы сегодня за ребенком или нет. Скажите, пожалуйста, а как долго вам пришлось уговаривать, если уговариваете, конечно, Мужа. вашего супруга переехать в Россию? Уговариваний никаких не было. И мне вообще кажется, что это больше было его решением. Ах так. Да, не моим. Понятно. Что больше всего вашему мужу нравится сейчас здесь у нас? What do you like the most in Russia? Селедка под шубой. Селедка под шубой. Его впечатляет. Да. А вы же, Наш человек. я понимаю, что вы в Ярославле жили до отъезда и туда же и вернулись, да? Да, правильно. Какой прекрасный город. Да, Ну, селедка под шубой, это учился понятно, недолго. но на край селедку под шубой можно и в Америке, В Америке. сварганить, ну, если Конечно, очень хочется. конечно. А так вот Конечно. Иди найди нормальную свеклу в Америке. Иди найди нормальную селедку, не маринованную в Америке. Не сладкую. Да, не сладкую, да. И только в русском магазине. Да. Ну, да. но мне-то вот интересно, так вот все-таки абсолютно 2 разные страны, 2 разные культуры, да? Что подходит, что ложится на сердце, на душу здесь? Что вот больше всего нравится? I think that the dacha is such a nice. It's a great metaphor for like the Russian natural way to relax on the weekends, and that was it felt like such a smooth way to introduce to like the Russian culture. Идея дачи ему близка к сердцу. Ну, конечно, близко. Что ж, там, небось, родители-то балуют его. Ну, мы чуть позже посмотрим после этого сюжета еще, как ваша родня приняла гражданина Соединенных Штатов в свои ряды. И они там заодно и расскажут, чем балуют и что ему нравится, а что нет. А пока посмотрим, как вы живете.
Из-за того, что они такие тонкие, он думал, что он мог их съесть штук 10. Когда он узнал, что в них еще завернуть можно, то есть там пошло в ход все. I see a lot of people try to fold it like a triangle, and they'll fold it like this, and I just prefer to just roll it like a burrito and just eat it simple, easier way. Вот так. Здесь мы такой сделали семейный уголок, да. Фотография была сделана, когда Эрик приехал в Россию в первый раз. Эту мы фотографию сделали пару дней назад. Фотография со свадьбы, наша любимая. Еще что хотелось бы повесить. На стены это наши награды с Эриком из университета. Мы оба занимались спортом. Я занималась теннисом, а он занимался американским футболом. Вот наше американское наследие. Сейчас мы проводим очень много времени вместе с семьей, с моими родителями. Эрик учит русский самостоятельно, у него есть успехи. Иногда он берет уроки онлайн. Мы стараемся говорить по-русски с ним как можно чаще дома. С моими родителями он общается только по-русски. Тебе нравится здесь? Да, мне нравится жить в России. Это нормально. А вы теннисом не занимаетесь больше? На данный момент нет. А Эрик, ну, тут трудно найти команду по американскому футболу, конечно, в России. Но у нас есть регби. Может быть, да, может быть, переквалифицироваться. Может быть. Но я тебе могу сказать, что когда мы впервые в жизни прилетели с Аршавиным в Америку, и, значит, на таможенном контроле пограничник ему говорит: а что, где вы работаете? Так смотрит на него. Ну, все же знают, что Андрей Сергеевич невысокого роста. Да. И он говорит: I'm a football player. Этот дяденька вот так вот сделал. Кто? Он говорит: I'm a football player. Он говорит: ты! Потому что Да, это не... он говорит, а потом он такой махнул на говорит: сокер, вот это с пренебрежением. Soccer, да. Да, вот это вот, знаешь, такое. It's a bloody А мы soccer, дело в том, yeah. что с ним чуть-чуть повздорили в самолете, и я так радовалась на таможне. Я думаю, получи. Не надо жену обижать. Мы обещали вам показать, как родители ваши относятся к Эрику сейчас. Эрик поразил нас открытостью своей. Как-то сразу показал нам, что он очень настроен серьезно по отношению к нашей дочери. Позвонил нашему папе, попросил разрешения сделать предложение нашей дочери. Он написал целую речь через переводчик и пытался, в общем-то, говорить по-русски. Ну, как тут откажешь? Ну, видно, что это так, с переживанием. А мы сразу ему: конечно, пожалуйста. Я в людях разбираюсь. Неплохой спортсмен, целеустремленный. Очень ответственный. Ответственный. Поставил себе, да, цель в жизни какую-то и сейчас двигается к ней. Эрик здесь живет уже больше года. Он адаптировался абсолютно. Для него очень удивительно, что семья всегда рядом. Они живут немножко по-другому. Если дети выпорхнули из гнезда, то все, они выпорхнули. А мы стараемся всегда быть рядом. Ему очень нравится все, что мы готовим. Он никогда не боится пробовать. Особенно на даче. Шашлыки, плов, рыба копченая. Самое главное, что у них мир в семье, мир и понимание. А мы, как родители, рады, что наша дочь счастлива. Пока все нормально. 2 внуков, хороших, дочка счастлива. Самое главное для Эрик нас. тоже зятек. Зятёк! Вы очень приятные, что первая пара, что вторая. И знаете, самое ценное, что у вас есть правильные семейные ценности и правильное позиционирование вообще этого мира и семьи в целом. И все вот эти правильные ценности вы проецируете не только на себе, да, но и на своих детях, и несете это в массу. Это очень важно. То, что мы будем вкладывать в наших детей, то мы потом и пожнем. Поэтому вы большие молодцы, удачи вам, счастья, и пусть ваша семья только приумножается. Ладно. В прокат вышел фильм «Август», снятый по роману Владимира Богомолова «Момент истины».
Август 1944 года. 3 советским контрразведчикам поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника. Сюжет по-настоящему захватывает. Уже на больших экранах. В нашей студии Ранка Ильич и Младен. Правильно сказала? Это мне спасибо огромное. Мы ваши Спасибо. большие поклонники. И Спасибо. ваши передачи смотрим Да. каждый день. Спасибо огромное. Сколько лет вы уже живете в России? Я 12, а мама уже 15. 15. 15 лет. Сегодня, как раз сегодня годовщина. Да вы что, сегодня 15 лет. Да. Мы вас поздравляем. Спасибо. Откуда вы переехали? Приехали из Боснии и Герцеговины, то есть Республика Сербская. А почему приняли решение, что переезжаете жить в Россию? Россия наша единственная мать. Всегда была. Нас родители учили всю жизнь, что русский народ – это наши братья. Приехала я, привела с собой своего сына, так как меня воспитывали, воспитывала я его, и мы так и остались в России. Слушайте, ну ладно приехать там, скажем, даже на большую родину, как вы называете Россию, да? Да, все верно. Это одно. Но приехать и сразу остаться, вот это характер надо иметь. Как вы решились-то и чем занимались все эти годы? С самого начала я приехала в Россию. Соседка, которой помогали мои родители, когда у нас была война, она пригласила, конечно, на рабочее место. Я управляла кухнями общепитом у хозяина. Это строительные объекты, очень большие. В это время это была Истра. С самого начала я думала, ну, попробую, посмотрим, как получится, так получится, но я с самого первого раза влюбилась в Россию и назад больше некуда. Вы как в общепит сюда вошли, так из него и не вышли, поскольку после огромной столовой для рабочих, в которой вы работали, вам пришла идея открыть ресторан сербской кухни в Москве. Все. Я хочу есть. Почему вы пришли с цветами, а не вот с этим всем? Долго это будет на экране висеть? Мы побывали в вашем ресторане, давайте посмотрим. Давайте еще посмотрим, да. Да. Конечно, еще посмотрим. Года, когда мы сняли в аренду это помещение, мы начинали прямо с этого стола. И это все раскатывали, делали. Потом потребность была больше, и надо было немножко расширить свое производство. Станки из Сербии, их на российском рынке нет. Мастера делают тесто, накатывают его на скалку, положат его сюда, и станок его сам раскатывает, тянет его дальше, сушит и тоже накручивает. Вот это наше тесто фило, чисто натуральное тесто, без никаких пищевых добавки, соль, мука и вода. Вот это сербская рецептура. Достаем из морозильника нашу питу. Там может быть любой начинку, я готовлю вам сейчас с мясом. Пита из теста фила. 20 минут и все готово. Я сейчас буду готовить для вас сербскую плескавицу. Традиционное блюдо сербского народа. Как? То же самое, как и пита. Вот пока наше блюдо готовится, ребята нам подадут, я хочу показать вам свои благодарности. Они для меня все очень-очень дорого. Еще одно мое достижение. Сербская пита, сербская плескавица. Очень вкусно покушать. Все добродошли кod Ранки. А все-таки не могу не спросить. Могли же переехать в Европу? Могли, но нет, мы не сможем. Почему? Потому что к Европе нас ничего не связывает вообще. Второе, для нас Россия вторая мать. То есть вы чувствуете себя здесь
как дома? Как на родине. Естественно. А, понятно. Я с первого дня, как приехал, я ни одного момента себя не чувствовал не русским или иностранцем. Слушайте, Вот ну вы честно. каждый день программу «Мужское и женское» смотрите. Ну, конечно, вы русский. Скажите, пожалуйста, а ведь там какая-то родня у вас осталась еще дома-то? Да, осталось. Родители, к сожалению, умерли. Там у меня сестра, дочка, ее семья, внуки. Мои 4 внуков. Может быть, их... Конечно, это в первую очередь. То есть вы над этим работаете? Да, конечно, это обязательно. Слушайте, И мы за. нам хорошие люди в стране очень нужны. И чем их будет больше, тем лучше. Благодарю. И мужчины, которые с цветами приходят, очень нужны нам. Вот. Сегодня так тепло и уютно в студии, такие приятные, невероятные эмоции. И снова вспоминается фраза, что Россия — это страна с огромной душой. И невероятно здорово, что вы привнесли в Россию и свою культуру, и мы можем попробовать ваши невероятно вкусные сербские блюда. Это как раз то, что и связывает вас, дает вам энергию, дает вам радость и, конечно же, классные эмоции. Здесь Спасибо вам большое. невероятно рада. Большое. Спасибо. В нашей студии Инна Деричей и ее муж Вишну. Здравствуйте. 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 Давайте сначала посмотрим отрывок из первой программы, где вы тоже участвовали. Напомним нашим зрителям, а потом поговорим. Хорошо? Хорошо. Просто не жизнь, а настоящее индийское кино. Вижу вот эту белозубую улыбку, эти глубокие карие глаза, и все. Естественно, я сразу забыла, как его зовут. Любовь с первого взгляда. Да. До сих пор твоя семья твой выбор не принимает. Это так, потому что мои близкие очень верующие люди, и до сих пор они не пережили вот это потрясение, понимаете? Сначала я это не понимала, потом просто мне Вишну объяснил, в каком мире они живут, каковы традиции, кто его отец, насколько отец занимает высокий социальный статус. То есть это человек как такой некий староста. И, конечно, когда вот любовь просто все традиции, все эти касты, она просто снесла на нет, трудно им принять это среди общества. Ну, я занимаюсь йогой, и у йог всегда только один план. Вперед. Только вперед. Мы виделись с вами 7 лет назад, в 2018 году. На тот момент, к сожалению, была непростая история, потому что ваши родители категорически не приняли ваш выбор, и вы перестали с ними общаться. Вот сейчас прошло 7 лет. Что-то изменилось? Довольно много произошло изменений. Во-первых, наша семья расширилась. Нас уже не 3, нас уже 5, у нас 3 детей. 3 детей? Да. О, какие вы шустрые, молодцы. У нас старшая Моника, 2 дочка 4 года Шанти Минакши и 3 наш долгожданный сынок Рам Шаран. А ему сколько? Годик. Годик. Да. Мы вас поздравляем. Так. Как раз за счет, наверное, того, что когда родилась 2 дочка, потом мы купили квартиру в Санкт-Петербурге, и было заметно, что отец Вишну по-другому стал смотреть и на серьезность отношений, и на Вишну, что сын там не бездельничает, так все стабильно и серьезно. И они стали чаще общаться, разговаривать, и как-то уже о жизни. Папа стал спрашивать про внучек. Это папа стал звонить сам чаще? Конечно, он уже скучал, что есть у меня сын, который живет очень далеко, и знает, что уже родил меня и 1 дочка, и уже 2 дочка родился, который очень красивый, индийское имя, Шанти Минакши. А он их даже не видел, ничего про них не знает, конечно же. Да. И поэтому мы приезжаем каждый год зимние каникулы в Индию, и я позвонил, сказал, мы уже здесь, скоро будем в Варанаси, и какие ваши планы? И папа сказал, обязательно приходите с семьей дома. Ой! А вы плачете, как всегда. Я не поверила. Я говорю, Вишну,
ты уверен, вдруг мы подойдем, и он скажет нам перед дверьми: я не принимаю. И я говорю: как это дети поймут, девочки? Для них же это все равно дедушка. Он говорит: нет, все, папа сказал, едем. Хорошо, мы приехали. Там было очень много шоколада, конфет. Вишну говорит: нам даже детям он столько не покупал. Он обнимал Монику, он ее целовал. Мы просто с Вишну сидели вот так и не понимали, это действительно происходит. А вас обнял? Да. Он же обнял, поцеловал. Да. Ладно, внучка, это понятно. Все равно растопили сердце дедушки. Но главное, что и вас обнял. Значит, принял, да? Да. И как камень с души ушел у Вишну и у папы. Ну и, в общем-то, как-то все дальше понеслась. Слушайте, ну кроме того, что у вас семейство прибавилось, поздравляю тоже, а вы ведь еще один уникальный поступок совершили. Вы открыли единственный в России на сегодняшний день музей йоги. Все верно. Посетителей много? Каждый день есть посетители. Мы только вот открылись в конце февраля. Да, в конце января, прошу прощения. Да. И еще один вопрос к Вишну. Гражданство-то получили, удалось? Конечно. В прошлый раз, когда я был на индийская народная одежда. Помню, да. Я очень люблю, на самом деле, народная одежда. И я как раз купил специально русская народная одежда, которая очень похожа. Я могу сказать, очень похожа, как индийская. Я думаю, поэтому, как Индия и Россия, такая близкое отношение, потому что очень древние наши корни, они одни и то же. Да, одно и то же. Влесова книга и орнамент у вас и у нас одинаковый. И купола у нас на храмах, а вот индийские. Я вам больше скажу. У нас такое количество схожих слов в языках, что даже лингвисты диву даются. Да. Вот как. А вы говорите: Россия — родина слонов. Ну, я знаю, что мужское и женское смотрят очень во многих странах мира, особенно в Германии, где больше всего наших соотечественников скопилось, да, которые когда-то уехали, да и в Штатах переехали смотрят, и в Канаде в Штатах, смотрят, в Канаде, в Австралии, во Франции. Большое количество. И все смотрят. Я хочу к ним обратиться. В Израиле, кстати, Каждый да. второй. Вот, я хочу к ним обратиться и сказать: дорогие друзья, приезжайте, возвращайтесь в Россию. У нас хорошо, мы сегодня увидели замечательные истории. В России живет счастье, пожалуйста, возвращайтесь. А для иностранцев, которые приезжают сейчас, есть сейчас 3 волшебных цифры. Это 702. Одна цифра, да, 702. Это 702-й указ. В прошлом году был принят для иностранцев, которые разделяют духовно-нравственные ценности российские. И этот указ облегчает приезд сюда специалистов иностранных. И, конечно, если у вас закрывается вдруг предприятие где-нибудь в Германии, дорогой газ, если есть проблемы в школе, которые вот сегодня мы услышали, да, если действительно вы хотите переехать, то Россия ждет высококвалифицированных специалистов, инженеров и вообще всех добрых, хороших людей. Поэтому добро пожаловать в Россию. Welcome. Да, ну слушайте, у нас сегодня действительно очень хорошие истории. Одна за одной просто радуется душа. И я обращаюсь сейчас к... У меня тоже много знакомых там, которые уже не первый год в сомнениях. Ну, то есть, знаете, как бывает? Человек понимает, что он совершил ошибку, а признаться в том, что он ее совершил, не может. Вот мне на это понадобилось 7,5 лет, чтобы эту ошибку исправить и уехать из Соединенных Штатов. Сейчас золотое время России. Я это абсолютно убежденно говорю. Поэтому welcome home. Да, мы с Сашей за границей пожили вдвоем. Знаем, что это такое. Там, конечно, тоже бывает хорошо, но дома лучше.